Меня зовут Дмитрий Пехард. Я создам любую NURBS поверхность. В предыдущей серии 3D-моделирование, анализ поверхности, имеет решающее значение. Патч поверхности определяются как поверхности, созданные с использованием одной или нескольких кривых. Они позволяют представлять более сложные поверхности в серии относительно простых наборов уравнений. Инженеры применяют набор инструментов-анализаторов. На зебре видно абсолютно единый узор с плавным переходом полос. Место стыка незаметно. Я думаю, вы со мной согласитесь, что это один из лучших способов оценки поверхности. Привет! Меня зовут Дмитрий Пехард. Я создаю 3D-модели и помогаю в этом людям. Сегодня расскажу вам, насколько интересна поверхностная инженерия, которую сложно представить, еще труднее понять. Очередной вопрос, очередная серия. Сегодня степень сплайна. Какой великолепный вид здесь сверху на все происходящее вокруг. Сегодня вы вместе со мной увидите, какими разными и интересными могут быть сплайны. Я надеюсь, что сплайны вам понравятся, и вы по-новому взглянете на мир. Что-то здесь шумно? Давайте за мной. Совсем другое дело. Красивый интерьер, отлично. Он весь построен из кривых и смотрится прилично. Посмотрите на другие варианты. Одна из задач сплайнов – это моделирование вот таких интерьеров самолетов, машин, поездов, вертолетов и дизайна современных помещений. Что мы знаем о сплайне? Сплайн – это кривая, которая высчитывается математически на основе контрольных вершин и халов. Чем больше контрольных вершин, тем сложнее уравнение интерполяции и более гибким может быть сплайн. Я рад, что вы внимательно следите за роликом. Сейчас я покажу, какие сплайны использую в своей работе. Первая кривая – кривая Безье. Кривая Безье – это сплайн, идентичный NURBS сплайну, со спаном равным единице. Про сплайны с количеством спанов больше единицы смотрите в моем ролике про спаны. Немало я потратил времени на ролик, который показывает, как интерполируется кривая Безье. Отлично, если вы его посмотрели. Сейчас вам будет лучше все понятно. Из кривых Безье строится поверхность Безье. Кривая Безье используется в промышленности обычно в твердотельном моделировании. Моделирование с применением поверхности Безье называется CAS-моделирование. В нем много что можно начертить. Но мир ушел вперед. Моделирование CAS было актуально в 80-е или 90-е годы. Современно конкурентную модель нужно делать в NURBS сплайнах. Теперь расскажу о другом типе сплайна. Edit Point Spline или Эрмитов сплайн. Сплайн назван в честь французского математика Шарля Эрмита. Суть интерполяции заключается в построении полинома, значения которого в точках интерполяции совпадают со значениями исходной функции, как совпадают и значения их первых производных. Это связано с тем, что старшие производные бывают неизвестны, а первая производная геометрически является касательной функцией в точке. Поэтому построенный таким образом сплайн автоматически получается гладким. В каждой точке форма такого сплайна определяется двумя ручками: касательной ручкой и ручкой кривизны. У касательной ручки есть длина, у ручки кривизны есть радиус. В моделировании такой сплайн применяется, когда он должен пройти через параметрические точки. Например, вот так. Также этот сплайн часто применяется в той работе, где требуется получение простого результата. Edit Point Spline часто встречается в векторной графике, растровой графике, для масок видеоредактора. Когда мне было 15 лет, это был первый сплайн, с которым я начал работать.
В разных CAD-системах сплайны реализованы немного по-разному, но все их объединяет одно – это математический принцип их построения. Представьте, что если бы сплайны в разных программах математически были бы разные, то при перемещении модели из одной программы в другую их форма менялась бы. Так же не должно быть, верно? Верно, конечно. Поэтому, поняв, как сплайны интерполируются в одной программе, без труда можно понять, как они работают и в другой программе. Например, в AutoCAD, Inventor, Siemens NX, Rhinoceros, CATIA или Alias. Чтобы разобраться в NURBS сплайнах и поверхностях, нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал. Значит, вы хотите побыстрее разобраться. И я вам в этом помогаю. Есть упрощенный вариант моделирования, где можно быстро разобраться. Но делать его долго и не всегда можно получить результат. Оно называется моделирование T-сплайнами. И, конечно же, если оно упрощено, то 90% задач нельзя сделать с его использованием. T-сплайн представляет собой соединенные сплайны третьей степени с G2 непрерывностью между друг другом. Поверхность из таких сплайнов также состоит из поверхностей третьей степени, соединенных G2 непрерывностью. Если сплайны разделить, между ними формируется G0 непрерывность. Есть отрасли промышленности, где применяются модели из T-сплайнов. Его хорошей чертой является то, что им можно облепить квадратичный меш. Им хорошо учить детей делать поделки на 3D принтере. Я рад, что наконец мы вместе с вами добрались до самого интересного. Если не королем, то самым важным из всех сплайнов по праву является NURBS сплайн. Используя NURBS сплайн, можно достичь потрясающего результата. Посмотрите вокруг себя. Ноутбук, телефон, телевизор, автомобили, автобусы. NURBS означает неоднородный. Если вершины сплайна равно удалены, говорят, что сплайн является однородным или униформенным. В противном случае его называют неоднородным. Это является нашим вариантом рациональным, так как любая кривая NURBS определяется своим порядком, набором взвешенных контрольных точек и вектором узла. У рационального сплайна все контрольные вершины имеют одинаковый взвешенный параметр – единицу. B-сплайн, он же базисный сплайн, это сплайн-функция, которая имеет наименьший носитель для заданной степени, гладкости и разбития области определения. Еще немного стоит поучиться, и вы, как и я, будете видеть NURBS поверхности и поверхности Безье во множестве окружающих вас вещей. В погоне за желанием потребителей инженеры выдумывают новые и новые футуристические дизайны, используя NURBS моделирование. Теперь, зайдя в магазин техники или автосалон, вы увидите, что все современные товары выполнены NURBS поверхностями. Ах, эти сплайные поверхности! Я обожаю это место. Здесь воплощаются замыслы, и еще несуществующее обретает новую форму. Я очень рад, что пришло время разобраться в вопросе степени сплайна. Чуть углубимся в математику. Я знаю, что вам она тоже по душе. И надеюсь, что вы уже посмотрели мои видео про интерполяцию сплайна в 2D и трехмерном пространстве. Процесс интерполяции сплайна происходит путем поочередного соединения контрольных вершин между собой. Эти линии называются халами. Количество халов между контрольными вершинами необходимо для построения кривой. Называется степенью сплайна. Минимальное количество управляющих вершин называется порядком этой кривой. Сплайн первой степени. Начертим прямую линию. Прямая линия – это сплайн
первой степени. Из первой степени путем повышения степени производятся все другие сплайны. Поэтому сплайн первой степени по количеству созданных сплайнов занимает первое место. Этот сплайн применяется для дополнительного построения или для формирования плоской поверхности или плоскости. Инженеры используют прямую, как филет, между сплайнами больших степеней для создания фасок. Сплайн второй степени. Сплайн второй степени состоит из 3 контрольных точек и 2 халов. Он всегда планарен, как и линия и дуга, поэтому его удобно использовать для проверки многих правил и принципов построения. Этот сплайн используется очень часто. Его основная задача – это первичное построение формы поверхности. Есть 2 способа определения формы сплайнов второй степени. Через длины обоих халов, длину базы сплайна, углом между халом и базой сплайна. Через длину от начальной вершины до перпендикуляра от второй вершины к базе сплайна и его высоту. Благодаря этому определению можно выделить 2 вида сплайна второй степени. Красивый равнохальный симметричный сплайн и прекрасный неравнохальный несимметричный сплайн. Равнохальный симметричный сплайн используется для планарного G1 филета. Неравнохальный несимметричный сплайн используется и в бленде первой степени, как основной сплайн, и как удлинение поверхности. У планарного G1 бленда, в отличие от филета, есть несколько полезных свойств. Можно перпендикулярно соединять друг к другу сплайны и поверхности. Также бленд не требует поглощения длины сплайна. Часто встречается необходимость прирастить сплайн или поверхность через G2 непрерывность. И для этого можно использовать неравнохальный, несимметричный сплайн второй степени. Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных NURBS моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии. И вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно. Третья степень сплайна. Сплайн третьей степени, наверное, самый интересный сплайн. Он обладает особыми свойствами. Этот сплайн состоит из 4 контрольных вершин и 3 халов. Сплайном третьей степени можно выравнивать местоположение вершин халов при построении. Для основной линии кубический сплайн используется часто. В некоторых CAD-программах, где нет возможности выбрать степень сплайна, моделирование обычно происходит сплайнами третьей степени. В этом случае при добавлении 4 хала, 3 хал соединяется через G2 сглаживания со ступенью на графике кривизны. Можно выделить следующие виды сплайнов третьей степени по их форме. Равнохальный симметричный, равнохальный свободной формы, неравнохальный симметричный. Свободной формы с кратно увеличивающейся длиной хала. Свободной формы сплайн с инфлекцией. Непланарный 3D сплайн. Все стараются делать поверхности, где на финальной форме не будет видно линии от G1 соединений. Сплайны третьей степени можно использовать при планарном филете со сглаживанием G1 с одной и G1 со свободным форм-фактором с другой стороны. Планарном филете со сглаживанием G1 с одной и G2 с другой стороны. Сплайн третьей степени можно использовать при непланарном G1 филете, где наличие одного свободного хала дает возможность соединить непланарный сплайн. Также сплайн третьей степени используется при планарном G1 бленде или при удлинении существующего сплайна путем приращения сплайна третьей степени со сглаженностью G3. В своей работе я стремлюсь к понижению степени до минимально возможной при заданных условиях построения.
На первый взгляд может показаться, что все сплайны, независимо от степени, одинаковые. Это не так. У каждой степени разные формы сплайнов. И каждая степень несет свой функционал. Об этом надо знать и помнить. Более подробное применение, в том числе и трехстепенного филета при филетировании сплайнов, можете увидеть в другом моем ролике «Филеты сплайнов». Четвертая степень. Сплайн четвертой степени состоит из 5 контрольных вершин и 4 халов. Сплайн четвертой степени используется как базовый сплайн для длинных поверхностей. Также он великолепно подходит для построения дуговидного сплайна. Применяются сплайны четвертой степени для построения планарного G2 филета при условии подходящей формы без контроля форм-фактора. Также сплайны четвертой степени формируют планарный G1 филет, непланарный филет G2 с одной и G1 сглаживанием с другой стороны. Также непланарный G2 и G1 бленд. Повышение степени непланарного непрямолинейного сплайна происходит делением на отрезки линии основания сплайна. К примеру, при повышении степени со второй на четвертую крайние халы становятся 3/4 от длины проекции хала, а центральный хал делится пополам, образуя новую вершину халов. Эти два новых хала, образованные увеличением степени, имеют длину от новой вершины до длины старого хала, плюс четверть длины от крайних халов. Из этого можно сделать важный вывод, что увеличение степени 3D сплайна может быть проецировано на увеличение степени 2D сплайна и наоборот. Увеличение 2D сплайна может быть применимо для увеличения 3D сплайна. Пятая степень. Прекрасный сплайн пятой степени является одним из наиболее используемых в поверхностном моделировании. Я очень рад, что вам его представлю. Сплайн пятой степени состоит из 5 халов и 6 контрольных вершин. Сплайн пятой степени используется как базовый сплайн для длинных поверхностей и как филет и бленд со сглаживанием G2. Самое частое использование сплайна пятой степени – это его применение для планарного G2 филета. При применении сплайна пятой степени в бленде есть несколько нюансов. Частой ошибкой бленда является невозможность блендирования гэпа у сплайна с большим радиусом. Так как первая точка или хал становится коллинеарным халу базового сплайна. Второй хал или точка, отвечающая за радиус, не могут подстроиться к очень большому радиусу и образуют неожиданную инфлекцию. Выйти из этой ситуации можно применением филета вместо бленда. Сплайн пятой степени формирует планарный и непланарный филет и бленд со сглаженностью G3 с одной и G1 с другой стороны. Нельзя обойти стороной вопрос меша, так как в работе часто нужно делать реверсный инжиниринг и облеплять меш-модели, полученные через сканирование NURBS поверхностями. Сегодня с этим вопросом мне поможет разобраться Стас. Всем привет! Меня зовут Стас Волосных. Давайте разберемся, что из себя представляет меш. Меш – это 3D-модель, выполненная с использованием полигональной сетки. Полигональная сетка представляет собой совокупность вершин, ребер и граней, которые определяют объем модели. Гранями сетки обычно являются треугольники, четыреугольники, 5 и 6-угольники. Представьте, если сделать фотографию объекта со всех сторон, нарезать эти фото на кусочки, треугольники или четыреугольники, и склеить их между собой, то можно получить трехмерную форму, состоящую из линий, которая с некоторой точностью повторяет форму объекта. Чем больше количество полигонов, тем более точно будет повторение формы объекта. В промышленности полигональные модели не используются ввиду своей неровности
и невозможности контроля. Некоторые программные комплексы поверхностного моделирования имеют в своем составе функции конвертации поверхности из меша в T-сплайн. После конвертации поверхности модели будут более гладкими, однако еще недостаточными для настоящего промышленного производства. Такая меш-модель может быть использована для печати на 3D принтере. С вами был Стас. До встречи! 6-я степень. Я очень рад, что мы снова вместе. Переходим к сплайну 6-й степени. Сплайн 6-й степени состоит из 6 халов и 7 управляющих вершин. Есть несколько причин, приводящих к повышению степени сплайна до 6-й или более. Первое. Неподходящая форма. Чем выше степень сплайна, тем большим изменениям он может быть подвергнут. В сплайне 3-й степени определяющими являются местоположение 4 точек, а в сплайне 6-й степени 7 точек. Соответственно, его форма может быть изменена сразу в нескольких местах. Второе. Геометрическая невозможность соединения. Можно повышать степень сплайна до тех пор, пока зазоры не будут удовлетворять требованиям к построению модели. 6-я степень формирует планарный и непланарный филет и бленд со сглаженностью G3 с одной и G2 с другой стороны. 7-я, 8-я и 9-я степень сплайна. Сплайн 7-й степени состоит из 7 халов и 8 управляющих вершин. Сплайн 8-й и 9-й степени состоят соответственно из 8 и 9 халов и 9 и 10 управляющих вершин. Сплайн 7-й степени используется для формирования дуги из сплайна. С каждым повышением степени сплайна форма кривой становится ближе к дуге. Как мы помним, у поверхности, построенной из дуговидного сплайна, высокие отражающие свойства. Однако мы не можем использовать непосредственно инструмент дуга, так как она не удовлетворяет всем требованиям построения. Также одним из главных свойств сплайна 7-й степени является его применение в филете и бленде со сглаженностью G3. В следующей серии. Для контроля над непрерывностью соединенных поверхностей в Alias Surface инженеры используют различные виды инструментов. Среди них локаторы и графики. Красный цвет локатора P и кривой означает, что непрерывность Position не достигнута. Смещаю инструментом Move центральные халы по оси X. Наблюдаю уменьшение гэпа между поверхностями до появления локатора значка непрерывности G0. Обращаю внимание, что алгоритм непрерывности сработал в некоем диапазоне, указанного в настройках программы Alias Surface. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей, и инженеров, или обучающихся людей. Испытываете трудности в 3D-моделировании проекта? Обращайтесь по указанным контактам, и я постараюсь вам помочь.